Давайте закончим построение в примитивах нашей фары и вот этой части кузова. Значит, можно построить заднюю стенку, которая будет ограничивать видимость нашу внутри. Вот, и построить вот эти толщины с некоторыми радиусами. Так, для начала построим опорную кривую. Так. Потом, конечно, это все можно упростить, вплоть даже до третьей степени, потому что эта поверхность у нас не будет участвовать в построении, она просто будет для обрезки. Для обрезки лишнего будет она у нас. Так. Дальше давайте построим толщину вот этой кромки. Значит, как я уже говорил, что почти все такие вещи, если они просматриваются с какой-то плоскости, то, скорее всего, они в этой плоскости и находятся. Поэтому уже известным приемом надо построить плоскость, приближенную к нашим линиям. Вот. Видно, мы не слишком попали в пересечение, но это можно подправить путем совсем небольшой манипуляции. Вот так. Ну, не страшно, что здесь мы немножко залезли дальше. Да, можно лишнее отрезать, удалив сначала историю, чтобы не мешалось. Значит, для тех, кто думает, что намного лучше было бы, если бы мы перестроили здесь чистое ребро. Но смысл в том, что в финале здесь все равно пройдет радиус, пройдет филет, который будет опираться не на чистое ребро. И смысла в нем здесь абсолютно нет. Вот, но по принципам будем строить, конечно, полагаясь на чистые линии поверхности. То есть нам нужно сейчас сделать офсет от этого всего дела, чтобы создать толщину вот эту. Значит, предположительно можно вот этим инструментом сделать 15, наверное, слишком много для этого.
или нет? Ну да, многовато. Нужно уменьшить где-то до 12. Вот 12 в самый раз. Значит, здесь и вот эту кривую. Построим таким же образом. Дальше нам не нужны эти поверхности, и удалять их не станем. Скроем темп, пусть там лежат. Так, и таким же образом перестроим наши кривые здесь. Видим здесь, что мы не попали с таким вот зазором 0,01. То есть для обычного гапа это многовато, но так как мы вот эту поверхность не будем использовать, а будем использовать чистые кривые, этого вполне достаточно. Тут смысл в том, что опять же все это лежит на плоскости, и этого уже достаточно. Теперь эту плоскость можно скрыть. Темп. Здесь мы сделаем вот такой прием. Чтобы соединить их в углу. Здесь то же самое. Опять же, да, нам не обязательно здесь попадать четко в позицию. Мы видим, что здесь есть расстояние, потому что здесь пройдет радиус, довольно большой радиус, и все это скроется. Так. Дальше можно воспользоваться скином и немного надуть на 0,3, я думаю, хватит. Или 4, пусть будет 0,4. В обратную сторону, естественно. Может даже чуть больше. Давайте сделаем вот так. И 15. И также здесь. Вот так. Пробуем еще раз почему-то. Ага, у нас не совпадают CV-шки наших офсетных кривых. Значит, как это можно исправить? Достанем нашу поверхность. Перейдем на какой-то из видов. На вид спереди, к примеру. И помним, что радиус трубки у нас был 12 миллиметров, поэтому, чтобы создать офсетную кривую, можно сделать офсет вот такой 12 миллиметров. Потом соединим здесь точку и спроецируем вот таким способом Match Original Curve на эту через вид X. Все. Вспомогательный можно удалить, поверхность можно удалить. И вот у нас в этой плоскости лежит кривая офсетная с необходимым нам распределением CV-шек. То есть, если
мы теперь делаем скин. Увидим, что он вполне нас устраивает. Особенно если подтянуть вот так вот. Так, и последнее, что нужно сделать, это построить вот эту внутреннюю стенку. Значит, начнем отсюда. Хотя здесь опять же можно попробовать построить это скином. Вот таким вот образом, но уже без надутия, и будем стремиться к прямоугольным формам, чтобы мы могли этот скин продлить вот так вот дальше. Угу. Вот так. Мы видим, что здесь та же проблема. Тогда не будем использовать этот способ, а будем использовать просто кривую. Вот таким вот образом. Единственное, что мы видим, да, что мы здесь отклоняемся немного, поэтому можно вот так повернуть. Сделать немного винтовое вращение. Как бы для таких внутренних поверхностей, которые всегда находятся в тени и не видовые, в принципе, такое можно делать. Так. Скроем лишние кривые. Продлим дальше нашу заслоночку. Вот так оно выглядит. И последняя поверхность, которая осталась, это поверхность фары. Но как видно, да, что здесь наклон этого углубления, которое мы построили, он далеко расходится с наклоном таким винтовым уже, который на меше. То есть здесь вот эта поверхность, она винтом загибает сюда вниз, 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 сильнее, 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 и выходит аж сюда. То есть вот это мы сейчас и будем пробовать делать. Ну, во-первых, можно вручную загнуть вот эти поверхности. Так. Посмотреть, примерить. Вот как направляется в меш это все дело. Параллельно вот этому ребрышку будем строить, да? Вот.
и подтянем остальные до примерно такого плавного перетекания. Вот так. Вот, и последний штрих — это вот эта поверхность. Вот здесь. Берем rotate на 0 пока что. Берем все кривизны, нам не нужны. Ну, давайте посмотрим. Нам главное теперь, чтобы, когда мы делали винтовое вращение, мы не ушли, видите, мы не ушли здесь в обратный угол, то есть максимум тангенс. Он даже не хочет вращаться. Попробуем через натурал. Поставим тангенс. И снова. Вот видим, да? Оп. Поймали тангенс вот здесь. То есть вот такой винт для нас достаточно. Хотя можно было, чтобы тангенс поймался аж до сих пор. А там уже пусть уворачивается наизнанку, это уже не имеет значения. Но оставим вот так. Теперь мы видим, что пересечение здесь, линия идет вполне себе ровно, красиво. И после того, как пройдут радиуса между вот этими поверхностями, то для внутреннего радиуса вот здесь вообще проблем никаких не будет. То есть он построится без всяких проблем, и не нужно будет каких-то дополнительных телодвижений делать. Единственное, что давайте удалим историю все. И вот этими нашими стенками, которые в темпе висят, вот этими, мы отрежем этот кусочек фары. Вот так. Intersect. Вот это и вот это сделаем divide. А вот это скроем. Темп. Divide нужно, ну не знаю, я сделал для того, чтобы их можно было раскрасить отдельно. Вот так выглядит. Наша фарка. То есть и вот радиусить ее уже можно потом как угодно. Отдельно всего. Вот так. Видим, да, что здесь у нас сходится в точку как раз на поверхности стекляшки, а не на крыло залазит. Ступеньки здесь нет пока. Возможно, придется еще немного углубить этот втык, чтобы когда здесь прошел радиус, не было странности вот здесь. Но здесь угол довольно такой острый, и вряд ли что-то будет плохое там. Вот так уже похоже на правду. Так, ну с фарой пока все. В примитивах здесь все понятно. Как дальше с ним быть, тоже все понятно. Поэтому с фарой все. Если вам понравился этот видеоурок, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к группе в Фейсбуке
и делитесь этим видео.